Мозг Будды. Часть 3. Пробуждающийся мозг. Мы с Ричардом убеждены, что с работой разума, сознания и с путем пробуждения связано нечто трансцендентное. И неважно, назовем мы это Богом, Духом, природой Будды или вообще никак не назовем. Чем бы это ни являлось, оно по определению находится за рамками физического мира. И так как доказать его существование или несуществование невозможно, крайне важно уважать саму возможность его существования. Обратите внимание, что такой подход полностью согласуется с научными традициями. При этом появляется все больше исследований, демонстрирующих, как сильно разум зависит от мозга. Например, разум развивается по мере развития мозга в детстве. Если в какой-то момент мозг повреждается, вместе с ним страдает и разум. Неуловимые изменения в химии мозга влияют на настроение, сосредоточенность и память. С помощью мощных магнитов можно подавить работу управляющей эмоциями лимбической системы и тем самым повлиять на то, каким образом люди будут выносить моральные суждения. И даже некоторые виды духовного опыта могут коррелировать нашу нервную активность. Любой нетрансцендентный аспект разума связан с физическими процессами мозга. Сознательная и бессознательная психическая активность рождается из нервной активности. Точно так же, как возникающая на вашем мониторе картинка появляется благодаря определенному колебанию магнитных зарядов на жестком диске вашего компьютера. Не считая потенциально трансцендентных факторов, мозг можно назвать необходимым и практически достаточным условием для существования разума. Практически достаточным в первую очередь потому, что он встроен в большую сеть биологических и культурных причин и следствий. Кроме того, он также находится под влиянием разума. Конечно же, на сегодняшний день никто не может точно сказать, как именно в мозгу возникает разум, или, как выразился Дэн Сингел, как разум использует мозг для создания разума. Некоторые считают, что ныне к величайшим вопросам, стоящим перед наукой, можно отнести следующие. Что спровоцировало большой взрыв? С помощью какой единой теории можно объединить квантовую механику и общую теорию относительности? Как взаимодействуют разум и мозг, особенно когда речь идет о переживании сознательного опыта? Последний вопрос оказался в этом списке, потому что ответить на него так же сложно и так же важно, как и на первые два. Аналогичным образом обстояла ситуация с учением Коперника. Наиболее образованные люди приняли тот факт, что Земля вращается вокруг Солнца. Как это происходит, никто не знал и не мог объяснить. Но примерно 150 лет спустя Исаак Ньютон открыл законы гравитации, с помощью которых можно было ответить на вопросы, связанные с движением Земли вокруг Солнца. Спустя еще 200 лет Эйнштейн усовершенствовал объяснение Ньютона, сформулировав общую теорию относительности. Возможно, должны пройти еще 350 лет или еще больше, прежде чем мы окончательно разберемся, как взаимодействуют мозг и разум. Пока же рабочая гипотеза такова. Разум – это результат работы нашего мозга. Именно поэтому пробуждение разума подразумевает пробуждение мозга. На протяжении человеческой истории неизвестные мужчины и женщины, равно как и великие учителя, достигали поразительных состояний разума, постигая поразительные состояния мозга. Так, опытные тибетские практики, погружаясь в состояние медитации, начинают генерировать мощные и широко распространяющиеся мозговые гамма-волны, возникающие вследствие синхронной пульсации необычайно больших участков нервных цепей со скоростью от 30 до 80 раз в секунду, тем самым интегрируя и объединяя крупные участки разума.
Так что, склоняя голову перед трансцендентными явлениями, мы останемся в рамках западной науки и посмотрим, что в качестве эффективных методов для достижения большего счастья, любви и мудрости предлагает современная нейропсихология, вдохновленная созерцательными практиками буддизма. На всякий случай сделаем оговорку. Эти методы не заменят традиционных духовных практик. Вам не нужны результаты ЭЭГ или научная степень по нейробиологии, чтобы наблюдать за собственными переживаниями и окружающим вас миром, становиться счастливее и добрее. Однако понимание механизмов воздействия на собственный мозг может оказаться крайне полезным, особенно для людей, у которых нет времени для интенсивного погружения в духовные практики, то есть для тех, кто не живет монашеской жизнью в круглосуточном режиме. Причины страдания. Хотя в жизни много удовольствий и радостей, в ней также есть место лишениям и грусти. Это печальный побочный эффект 3 стратегий, которые помогали животным, в том числе и нам, людям, выживать и передавать гены потомству. Они эффективны для выживания, но приводят к страданию. Этот вопрос мы подробнее исследуем в следующих 2 главах. Говоря в общем, как только в рамках какой-либо из стратегий мы сталкиваемся с проблемой, неприятные, а иногда даже мучительные сигналы начинают пульсировать по нашей нервной системе, чтобы вернуть животное внутри нас на верный путь. Однако проблемы случаются постоянно, ведь каждой стратегии присущи определенные противоречия, которые проявляются, как только это животное пытается. Первое. Отделиться от того, с чем оно на самом деле связано, пытаясь выстроить границы между собой и окружающим миром. Второе. Стабилизировать то, что изменяется, чтобы поддерживать свои внутренние системы в жестких рамках. Третье. Как можно дольше придерживаться того, что приносит удовольствие, и уходить от неизбежной боли, чтобы реализовать потенциальные возможности и обходить угрозы стороной. Нервная система большинства животных не настолько сложна, чтобы позволить связанным с этими стратегиями сигналам перерасти в серьезное страдание. Но развитие нашего мозга, как оказалось, подготовило плодородную почву для страдания. Только мы, люди, волнуемся о будущем, сожалеем о прошлом и виним себя за настоящее. Мы расстраиваемся, когда не можем получить желаемого, переживаем, когда завершается то, что нам нравилось. Мы страдаем от того, что мы страдаем. Мы расстраиваемся, когда нам больно, злимся, что мы умрем, грустим, если в очередной раз просыпаемся в плохом настроении. Подобное страдание, а ведь именно с ним в первую очередь и связано ощущение несчастья и неудовлетворенности, создается мозгом. Оно искусственное, и это вселяет надежду. Ведь если страдание возникает в мозгу, значит исцеление нужно искать там же. Добродетель, осознанность и мудрость. Больше 2000 лет назад молодой человек по имени Сиддхартха, тогда еще не просветленный, а потому не названный Буддой, провел долгие годы, тренируя свой разум и мозг. Когда он достиг просветления, он заглянул в глубины собственного разума, который отражал и обнажал активность его мозга, и понял, что причины страдания и путь к избавлению от него спрятаны в нем самом. После этого он 40 лет путешествовал по северу Индии и учил всех, кто готов был его услышать. Истины Будды. Первое. Затушите пламя жадности и ненависти, чтобы жить в целостности. Второе. Направляйте и концентрируйте разум, чтобы видеть истину, скрытую за его ошибками. Третье. Развивайте освобождающее видение. Иными словами, он учил добродетели, осознанности и мудрости. Это и есть 3 столпа буддийских практик,
И они же неиссякаемый источник благополучия, психологического развития и духовной самореализации.